держись, Надя. Жарко, есть очень жарко и очень-очень жарко. Да, потому что магазин на русском. Сейчас мы едем к Валентине, ее мужу, ее деткам. Это те люди, которые делают для вас самый лучший квай на свете. Река Квай – это экскурсия, самая топовая в Таиланде, двухдневная, со сплавом, с водопадами. Вот сейчас я вас познакомлю с организатором, кто это делает. Мы в Листвянке. Крой и со сметаной. Медведя, вот лапка. Тут начинается первый тоннель. Дети моржи. Сейчас Мистер Ну и мистер Рад. Я хочу спросить, Кунрад, что тебе нравится в России и что не нравится? вас встречает Кун Ю. Всем доброе утро, свежее утро. Ангар встретил нас хорошей свежей погодой, но уже очень жарко. 10 часов утра. Мы закупились продуктами и очень-очень много сумок. Все наши дети, бабушка с нами. Мы едем на Байкал. Первая остановка – это архитектурно-этнографический музей Тальцы. Сейчас я буду знакомить своих тайчат с русской культурой. А еще здесь проводят тематические праздники. Вот Масленица, например. И начинается наш маршрут через лес. Густой лес. Мы еще не видим, куда мы придем. Там пока ничего не видно. Венкийское стойбище. Скорее всего, это сосна, но мы точно не уверены. Гида здесь нет. Ну, такая широкая достаточно кора, и внутри можно заглянуть. То есть они тут сидели и согревались, получается, готовили себе еду. Так, а вот здесь сушили шкуры. То есть они ковали здесь какие-то изделия. И вот этими поддувалами раздували огонь. Каскад мельниц. Так, мы идем дальше, и вот там уже видно озеро Байкал. Так, здесь охотничий стан. Лабаз, да, называется? Это для чего? Вот для хранения еды, ягод, грибов, мяса. А вот лестница рядом, точно. Это кровати из шкур. Даже столик есть. Ловушка. Сюда мяску, еду, да, какую-то. И получается, зверь попадает, медведь или кого там, на кого охотятся. Они придут и убивают все? Там яма. То есть зверь туда лазит, а уже под этой травой. Вот эта конструкция, это от родника проводили вот таким образом воду. Короче говоря, это водопровод в нашем современном понимании. Каскад водяных наливных мельниц. Жернова это мололи муку, например, перетирали в порошок зерна пшеницы. И получали муку таким образом. То есть они все перевозили, получается, весь этот дом по брусьям восстанавливали. Усадьба московского городового казака. Ну, здесь прям, да, богато. Есть отдельное здание, видимо, там вот что, летняя кухня, амбары. Ага, телега для перевозки. Такой двор большой прямо. Вот там держался скот, сено, сеновал, шкуры сушеные. А здесь, наверное, инвентарь какой-то. Ну и там обычно скот держали. Запах вот прямо сосны или вот баньки только что растопленной. Смотрите, какой вход. 1,20 м. Русская печь. Мне повезло, и в своей жизни я несколько лет, так сказать, у бабушки спала на такой печи. Прям, мне кажется, даже вот ткань была точно такая же. Ну, шили одеялко из лоскутков обычно. Самовар, чугунки. Чугунки, а вон утюг, в который угли. Закладывали угли и гладили с помощью этого. Вот, усадьба крестьянина Зарубина, Устилинский район. Тоже начало 20 века. Все по бревнышку перевезли, восстановили. Огромные ворота здесь вот. А так стучали, это звонок по-нашему. Вот это терка, делать картофельный крахмал. А вот, Надя, смотри, фотографии, как раньше сюда переселялись. 1930-е годы, да. Ну вот видно, что лошади, это все так трудно доставалось. Бревна перевозили. Вот эти шкатулочки, бутылочки, это из бересты, кора березы. Расчесочки, стаканчики.
умельцы делали. Ой, а здесь выдают национальные русские народные костюмы для фотографий. Кокошники. Ой, какая красота. Шапки даже вот. Сарафаны русские. Ой, красиво как. Деревянные ложки. Вот это свистульки, я помню, в детстве у нас такие были. Угу. Перевезли с Усть-Илимска. Ну да, здесь собрали все вот в одном месте. Восстановили, как оно было. Волосное правление. Волосная тюрьма. Ну, то есть преступников садили сюда. Так. Ого, стены-то толстые. Ну, получается, они каменные. Так, вот такой светильник. Окошечко небольшое, через которое нельзя выйти. Шкура. Стол. А это дом фельдшера, то есть больница по-нашему. Это умывальник, да, руки вот так, руки мыли или лицо умывали. Вот кольчуга. Так, мы наконец-то нашли свою семью, потому что все разбежались, потерялись. Это огромный просто музей. Смотри, Надюш, как раньше учились в русских селах. И видишь, там перо. Ты знаешь, для чего оно? Да, писать. Писать знаешь, да? А считали раньше, да, вот на таких счетах. Ткацкая мастерская. Короче, мои уже устали, их не хватило даже на 2 дома. Но это тайцы, они же не любят ходить. Вот если бы их повозили здесь на телеге да на коне. Только не сильно сладкий. Хорошо, давай. Угу, спасибо. Пожалуйста. Ой, вот это русский язык отличный. Да, потому что моя жена русская. Жена русская. Да. А у меня муж таец. И дети из Таиланда, они говорят на тайском, на русском и немножко на английском. Отлично. В русских кокошниках ходят, вообще красота. Русские качели классные. Так, ну как вам ощущения? Держись, Надя. Водичку Так, заливаете инструкция. в хвостик, Угу. либо из-под крана, либо из бутылки, либо в емкость положите, она забулькает. Вот эту и вот эту дырочку не закрывайте, это у любой свистульки. Все, берем свистульку. Казна. Это не кузня, а казна. Здесь печатали монеты. Вот Надюша говорит, что у вас здесь в России очень много разных природ. И очень много, как это я говорила, Погоды. Погод. А в Таиланде? Всего-то 3. Ну, есть жарко, есть очень жарко и очень-очень жарко. Но это я просто так шучу. Но вообще-то там есть... Ну а здесь? Вообще-то там и жарко, дождик и сухо. Медовая горница, и здесь живут куклы. Музей очень большой, это своего рода такое вот имитация оригинального поселения. Соответственно, ходить здесь очень нужно много. Мои тайчата уже все подустали, честно говоря, мы тоже, поэтому на этом мы закончим и перемещаемся на следующую станцию. Следующая остановка у нас будет Листвянка. Проезжаем «Легенда Байкала», гостиница, здесь проводятся свадьбы. Это как раз то место, вот где Ангара выходит из Байкала. Мы прибыли на канатную дорогу. Здесь, я помню, зимой всегда продается вкусный глинтвейн. Сама канатка вот так идет вверх. Привет. Байкал. เบรกเอาท์ใช่ไหมครับ มันจะบ้านดูเราประเทศยอดเลยนะครับ Это место называется Пик Черского. Здесь открывается потрясающий просто вид на просторы Байкала, на место, где Ангара вытекает из него. Это единственная река, которая вытекает из озера Байкал. А каждую зиму здесь открывается горнолыжный сезон. Ну вот мы и вернулись с прогулки. Понравилось вам? Жарко? Красиво? Думаете, в Таиланде жарче или здесь жарче сейчас? Здесь жарче? In here sun hot more. Говорит, солнце сильнее. Little bit different. Ну, фреши, да? Ну вот смотрите, ребята, свежо, да? Зато не так, как в Таиланде, да? А теперь вон туда посмотрите, сколько градусов.
34. В Таиланде 30 и вообще жарче, мне кажется, чем здесь. Байкал, свежесть. Отель Вьюга позади. Здесь сувениры, здесь продают рыбку. Сейчас мы здесь что-нибудь перекусим быстренько. Экскурсии даже продают. Ставят бани на воде. И вот колесо обозрения построили. Но мы туда сегодня не пойдем. Сюда привозят группами на автобусах, приезжают на минивенах, приезжают отдельно частники сами. Можно взять вот лодку, например, прокатиться куда-нибудь по Байкалу. Есть лодки с прозрачным дном. Мы сами делаем экскурсии в Таиланде. Вот тут тоже заметили, смотрите-ка. Даже на английском есть экскурсии. На остров Альхон продают однодневные автобусные туры. Даже на Аршан можно уехать отсюда. О, купались, что ли? Дело в том, что вода очень еще холодная. Ноги ломит вообще. А я что говорила? Ломит ноги. Сразу. Как будто в лед окунул, да? Сегодня очень жарко, и поэтому дымка такая над Байкалом. В озере Байкал самое большое в мире скопление пресной воды. Поэтому он особенно ценен. Мы решили перекусить сейчас. Ну да, вон там сядем тогда, ну. И Кока-кола в России. Нам предложили оригинальную или русскую. Ну, мы сказали оригинальную, вот принесли нам китайскую. Вот это настоящая, да, кола. Катера здесь, экскурсии ходят отовсюду. Можно уехать куда угодно. Даже в Аршан можно. Шикарная погода сегодня. Рыбаки рыбачат. Байкал очень спокойный. Он обычно все равно шумит. Вот прозрачная вода, видно, да? Мы перекусим и бегом отправляемся на другую сторону Байкала. Там находится наша турбаза. Байкальский омуль с лимончиком. Вот видите, как быстро кончился, не успела добежать. А вот этот салат из папоротника байкальского и грибов, и говяжьего языка с брусникой. Ну как, рыбка вам понравилась? Вкусная? Не, я не хочу пробовать. Здесь мясо и папоротник. Так, Сань, попробуй. Вкусный салат. Просто мясо? Там говяжий язык. О, нет. Орех ได้ кедровый. ครับ ถ้ามีรูปภาพเพิ่มเติมรบกวนส่งมาให้ผมทีนะครับ ได้ครับสวัสดีครับ Очень вкусно. И брусничкой закусить. Очень нежный, очень вкусный салат. Дети отказались пробовать. Это одно из самых лучших блюд, которые я пробовала за много лет. Мясо, это тебе. Угу. Это стейк из семги. Рыба в горшочке. Тут вот на дне картошечка, грибочки, мяско. И сверху под сыром мы жареный омуль принесли. Спасибо. Мама говорит, издевательство. Омуль должен быть сырым. Но сырой мы уже поели. Так, ну что, бабуля? Это очень-очень вкусно. Угу. И драники с икрой и со сметаной. Ой, пацаны купаются, тут ноги сводит от холода вообще. Мы пришли на пирс, где частная лодка нас перевезет на другой берег в порт Байкал. Это наш транспорт. Так, нас выгрузили на пирсе. Нам надо к какой-то школе, а привезли нас на паровоз. И тут ни людей, ни такси, ничего. В общем, не знаю, надеюсь, приедут за нами с турбазы. Так очень экзотично, интересно получается. Вот с пирса мы видим вон там, вон шаман камень. Маленький кусочек. Вон там ходят экскурсионные такие вот корабли. Так, вот мы приехали. Здесь церковь, детская площадка. Значит, предлагают нам вот этот дом полностью в распоряжение.
Ну, либо вон там с гостями в том доме с общей кухней. Пойдем посмотрим. А вот тут детская есть, кровать даже. А, тут еще 2 этажа, да? Ну, второй этаж я закрою просто. У вас будет первый. А, у нас будет первый вот этот. Да. Угу. Ну, в Ну, принципе, это у нас все самый есть. первый дом. Душ, туалет. Это если вам холодно, Лена, будет, вот куртки вечером можно будет одеть. А, о, На зимние. улице. Ну, на улице иногда подмерзает. Пойдем сюда. Тоже вот хорошо. Ну да, ну вы же здесь. Ну да, мы там внизу тогда кухни будем. нет, как на ладони все. Просто у нас многие предпочитают здесь, потому что отдельно как бы. Угу, угу. А там они, видишь, там они в ресторане, у них и продукты там, и все. Общая, получается, Да, кухня и возня вот холодильник это. общий получается, и все общее. Угу. И может некомфортно вам будет. Прям когти медведя, вот лапка. Жесткий. Это бурый медведь, вон нос даже. В порту Байкале. Да, таежная, но такая вот прямо ели тут. Да, ну, как бы так. О, телега, самовары. เนี่ยค่ะดูดิไอหม้อต้มน้ำเนี่ยแม่งโคตร Нам сказали, можно заводик открывать. Да. Настоящая минеральная вода. You want this, no? Она мочегонная. А, ну хорошо, наоборот. Она чистит почки, камни выгоняет. น้ำขุดอะ Сюда можно прийти с бутылками набрать водички. Лечебная. Прям можно пить вот отсюда из-под крана. Угу. Вкусная, да, напиваешься? Но прям хорошо. Ух ты, какой самовар. У-у-у. Вот это да. Если один раз ударю в колокол, все к столу. А, 2 раза ударю, все по койкам. if one time everybody eat, if two time, this is mean everybody sleep. Смотри, вход на 3-й этаж. Да, и здесь растет сразу смородина какая. Ух, сочная. Ну, можете ходить, походить везде. Go inside house. Лапти на входе. Угу, холодильничек. Ну, это получается как... А, здесь еще может кто-то жить. Ну, конечно, здесь... Да, то есть тут несколько Там вы комнат. вообще не будете, а здесь... Угу. Здесь вот двухместный. Если у нас, Ага. допустим, попросятся, я могу запустить сюда людей еще. То есть вы не То есть одни. if we stay honey in here, вот здесь кто-то есть, да? Свет Это горит. кабинет. А, и... Мгм. Все равно не одни. Oh, another house. Ага. Ну да, тогда в доме мы, наверное, будем. Здесь тоже хорошо. Тоже вот прям экзотично. Так, захожу. Ах, вот же она, кухня, да. Помещение ресторанное. Но здесь я еще дополнительно беру деньги. По 200 рублей с человека дополнительно беру. Мгм. За аренду кухни. Ну, как раз Байкал. Доброе утро. Мы вот проснулись в нашем домике. В принципе, все хорошо. Единственная проблема это, конечно, Wi-Fi. Все, есть где помыть руки, есть куча разной посуды. Где нарезать, где приготовить. Теплый душ. Также мы готовим сейчас рисовую кашу каутом. Каутом по-тайски. Ну, вот кипит у нас рис. Так, и на столе у нас пока что приготовлено хлеб, курочка, сыр. Вот готовим тарелочки. Каутом можно есть с рыбой. Курица, сыр, паштет. Будем завтракать. А потом пойдем на Байкал. А бабуля наша уже убежала на Байкал. Доброе утро. Такой у нас завтрак полурусский, полутайский получился. Доброе утро всем. สวัสดีตอนเช้าเสียม Угу. Вот Надюша моет посуду, говорит, в Таиланде одна вода, а тут 2 воды. Что ты имеешь в виду? Ну, я имела в виду, что тут льется 2 разных воды, то есть одна горячая, одна холодная. А у нас в Таиланде, если погода не горячая, то она вообще не будет горячая. Мгм. Нет, смотри, нет. Если То есть, если погода жарко, не то и холодная, вода горячая. Да. А если прохладно, если- то и вода ну, прохладная. да, Мгм. та идет.
Так, мы пошли снова ловить Wi-Fi, связь, потому что наши туристы в Паттайе сейчас собираются на экскурсии, и нам нужно все проконтролировать. Воздух необычайно свежий, просто невероятно свежий. Пахнет травами, лесом. Наша турбаза находится далековато. Там подниматься нужно в гору, в холмы. Сегодня небольшая дымка, обещали дождь. Но очень вот так вот прям свежо, хорошо, но не холодно. Прям, знаете, как в Таиланде под сильным кондиционером. Вот такое же ощущение. А это гвоздики в скале. Вот, видите, гвоздички пролезли. А вот этот паровоз, он идет по Кругобайкальской магистрали, туристический паровозик. Мы тоже хотели воспользоваться им. Итак, мы пришли на источник. Говорят, что здесь вода чище, чем в Байкале. Освещенная. Здесь есть лавочки, турники. Очень много туристов вот пешеходных. Холодная, да? Небо тоже. Что-то не пошло. А вот там логотип, что осторожно, здесь медведи. Так, ну вот мы спустились на пляж. Надя говорит, ноги окаменели. Их просто свело. Яблоки мыть в Байкале, да, можно. А вот люди все идут туда пешком по железной дороге. Там как раз вот начинается первый тоннель Кругобайкальской магистрали, вот куда паровоз ходит. В общем, ситуация такая. Я решила вернуться сюда, подождать их, пока они сходят в тоннель на Кругобайкальской магистрали. И отправила свои тапки Наде сверху, скинула их отсюда. Они не долетели, застряли вон в той березе. Теперь их полчаса никто не может достать, и я в том числе. И мы не знаем, что делать. В общем, застряли. Ну что, достали? Да, Ну, слава богу, операция спасения тапок завершена. Длилась она около часа. И вот на этот источник приезжают даже на машинах. Вон очень много бутылок с собой привозят, набирают эту воду. Ну вот мы достали байкальского омуля, рыбку. Сейчас поедим и пойдем дальше. Похоже на золотую рыбку. Угу, копченая. Сейчас небольшой обзор. Еще один пляж. Вот здесь есть еще один пирс. Это возле школы. Порт Байкал. Жгут костер, ребята. Вот купаются. Но вода ледяная. Вот для россиян, наверное, она теплая. Так, хочу показать вот русские туалеты. Ну ладно, слава богу, что они есть. А самое главное, что вот в Таиланде ноги такими никогда не бывают. Я не знаю почему. Но в России, видимо, из-за сухого воздуха пройдешь немножко. Очень много грязи. В Таиланде вы будете ходить день, я не знаю, с утра до вечера. У вас всегда будут чистые ноги. Так, спустились мы на пляжик. Тот, который маленький, прямо в самом порту Байкале. Порт Байкал остановка. Здесь же отходит поезд. Так, и очень много народу мы видим, прям много. Люди купаются, вода холодная. Люди смелые, конечно, все сибиряки закаленные. Поискали еще домики, ничего не нашли. Все занято, вот такие вот дела, прям сезон. Поэтому остаемся там, где были. Интернета здесь нет, то есть вот на берегу он еще ловит, а там нет. Работать затруднительно. Этот пляж лучше, потому что здесь все-таки мелкая галька. На том мы были, там были крупные прям валуны и камни, неудобно было заходить. Так, вот свои грязные ноги я хочу помыть. Ой, очень-очень ледяная вода, я не знаю как... Ой-ой-ой-ой, я даже зайти не буду заходить. Мне кажется, она прямо нулевая какая-то температура. Как будто в лед зашел. Ничего себе! Вот так вот. Видали? Дети моржи, настоящие моржи. Так, ну все, наши
доброе утро из леса, из Байкала. Так, сейчас мы выселяемся. Погода жутко испортилась, мы все замерзли. Правда, вчера мы все сгорели. Сегодня мы замерзли, у нас идет дождь. Прям ветер очень сильный. Вчера мы жарили здесь барбекю. Очень классно, конечно, тут здорово все. Ну и все, отчаливаем. Так, ну все, мы упаковались. Прощаемся с Байкалом. Лучше всех, никому не завидую. Вот так все. Портовские уже, кто работает в порту, вот им квартиры потеряли. Ну все, мы уже на берегу. А сейчас мы едем, никогда не угадаете к кому. К Валентине, ее мужу, ее деткам. Это те люди, которые делают для вас самый лучший квай на свете. Река Квай – это экскурсия, самая топовая в Таиланде, двухдневная, со сплавом, с водопадами. Вот сейчас я вас познакомлю с организатором, кто это делает. Они тоже прилетели в Россию на Байкал на отдых, поэтому мы сейчас едем к ним в гости. Они нас позвали на Том-Ям. Мы проведем там совсем немного времени, но успеем кое-что рассказать. Мы знакомы с Валентиной уже очень давно, около 10, наверное, около 13 лет уже. А сейчас мы впервые встретимся здесь, в России. То есть до этого мы в Паттайе виделись, но всегда буквально там на 5 секунд где-нибудь в торговом центре. А сейчас мы едем прямо к ним в гости на Том-Ям. И едем мы не в Таиланде, а в России, на Байкале, на их дачу. Вот какой туман. Река Ангара. Итак, мы у Валентины, которая делает самую лучшую экскурсию на реку Квай в Свит Гарден отеле. Что она нам подает сейчас? Вот видите, Том-Ям, национальный тайский суп в России, на Байкале. Так, и вот у нас сейчас сидят два тайца, мистер Ну и мистер Рад. Я хочу спросить, Кунрад, что тебе нравится в России и что не нравится? Чо палай, ти Россия, это мимо и чо палай. Природа, свежий, ну, воздух, ага. Погода. Говорит, что 1 месяц здесь, это будет нормально, хватит, да? Моим тайцам сколько вам достаточно? Неделю, наверное, уже готовы ехать. Давай, мистер Ну. Чо палай, май чо палай. ชอบบรรยากาศรัสเซียแต่ไม่ชอบคนรัสเซียนิสัยไม่ดี Блин, я не могу такое показать. Ладно, в общем, мистер Ну сказал, что ему тоже очень нравится погода и природа, вот эта свежесть, но не нравится отношение людей к туристам, ну или вообще как бы в Таиланде они, конечно, все добрее намного. Греча. Мои дети не знают, что это такое. А это у вас тайский салат пакбун? Какой замечательный здесь вид. Так, мои тайцы попробовали впервые в жизни гречку. У Сани пусто. Даже папа у нас сметает. Надя тоже. Вам понравилась гречка? А тебе, Сань? Да. Делаем памятное фото. И очень интересно получается то, что тайцы проводят отпуск в России. Так, мы находимся в грузинском ресторане. Я привела сюда тайцев попробовать грузинскую еду. Здесь замечательный интерьер, очень много вкусного вина. Эх, жаль, все не перепробовать. Но, Лукасу. Что это такое? Чашушули. Кто помнит, что это чашушу? Кто что заказывал? А вот шашлык с картошкой. Это мясное ассорти. А это Надина баранина, да? Баранину ты заказывала? Свинина. А, свинина с гранатом. Тушеная телятина. По-моему, мама или тебе, или мне. Ну ладно. Сейчас разберемся. Плов туда. Угу. Плов из телятины, ханифою. Это индейка, запеченная в сливках, горшочки. Так, а это лепешки с сыром внутри, как чебуреки. Да. Мне нравится вообще. Не очень.
Так, а мне принесли говяжий язык, а Сане принесли буженину с картошкой. Вкусно, Сань? Honey, you try плов? Кау. Надюш, тебе нравится? Да, очень. Надя, как тебе шашлык из телятины по-грузински? Ой, мне вот это блюдо хочется так попробовать. Индейка в сливках. ก็บ้านผมนี่ไงบ้านผมไม่ทำบริษัทไม่รับกินกับข้าวไม่ได้กินแบบนี้ Так, ну хочет смешать плов вот с этим блюдом из мяса. Вот это чикен, куриный рулет. Развалился, правда. Сейчас я ему хочу дать попробовать карпаччо. Ну-ка, Ханя. Это чикен, а он подумал, что это рыба, а это курица. Карпаччо. Рыб. Чикен, не рыб. Чикен, гай. Карпаччо называется. เหมือนปลาเลยนะ Угу. Надюш, тебе нравится вот это из индейки в сливочном соусе? Очень, И тесто такое нежное, да, как крышечка. Не отдирается. Она прилипшая, ее готовят специально, как крышечкой закрывают. Привет. Ну-ка, Надюшка, сейчас. Вкусно? А Сане шашлык из баранины понравился, но он нам всем понравился. Надюшка, картошку по-домашнему, да? Соскучились, тут она хрустящая такая. Ну-ка, Санек, скажи, что ты думаешь об этом шашлыке? Вкусно. Мне кажется, это самый лучший шашлык, который мы ели, да, вот в последнее время. Мягкий очень, такой прям сочный именно. Наступило время прощаться, и нам пора улетать. Наш отпуск 2 недели уже закончен. Расставаться всегда тяжело, и мы не со всеми успели встретиться, но теперь уж вы к нам. Скоростная лента в аэропорту ускоряет ваше перемещение по нему, поэтому не стесняйтесь ее использовать. Здесь проходит паспортный контроль. Тайцы и иностранцы. Снимать, фотографировать дальше нельзя. Выходим, проходим паспортный контроль. Дальше получаем багаж. Мы должны взять свой багаж, найти его на стойке по табло. Такое же табло, как у зоны прилетов. Вы ищете свой рейс. Вот он, S7 из Иркутска. 16:00. Стойка 23. Итак, стойка 23, наш рейс. Все, мы убедились. Здесь ловим наши багажи. И мы с вами находимся на 2-м этаже. То есть, где приземлились, где вышли в аэропорт, там же и ходим. Не переходим с этажа на этаж. Здесь можно приобрести сим-карты туристические. Можно обменять деньги. Есть обменники. Есть банкоматы, но навряд ли ваши карты сейчас там работают. То есть на такси вы можете поменять какие-то деньги здесь, на 2-м этаже. Теперь мы с вами покидаем зону получения багажа. Мы выходим в последнюю часть, которая ведет уже на улицу. Вот, посмотрите, пошли вот эти номера выходов, двери на улицу. 10-й, там, значит, 7-й, 6-й выход, 5-й выход. И мы идем между 4-м и 3-м выходом. Всегда вы встретите свою табличку с вашей фамилией. Вот видите, очень много встречающих. Напоминаю, что мы не переходили с этажа на этаж. Обменник кому нужно. Мы не подходим к каждому, не спрашиваем, они ли нас встречают. Мы идем между выходом 4 и 3 и ищем свою фамилию. Возможно, будет на турникете висеть, возможно, в руках у тайца или у тайки. Смотрите, встречающих здесь очень много. Их сюда не пропускают. То есть тут в один конец это выход из самолета. Поэтому от 4-го выхода начинаем смотреть. Все. Вот. Значит, они стоят. Некоторые держат по 2-3 таблички вот так. Кто-то прикрепляет, смотрите-ка, турникету. То есть надо обходить. Yeah, but you see not see, yes? Сейчас. Вот. Некоторым не видно. Так, либо смотрим вот здесь, по левой стороне.
тоже прям проходим, все внимательно просматриваем, не торопимся. Если вы нашли свою табличку, вы можете ее снять, либо просто здесь вот стать рядом с ней. Все, видите, вот сейчас вот этих гостей уже забирают. Находим табличку, значит, Таечка звонит таксисту, выводит на улицу, сажает вас и в добрый путь. Так, еще раз. Значит, мы приземлились на самолете, на 2-м этаже вышли и никуда больше с этажа на этаж не переходим. Мы идем за всей толпой по стрелочке на arrival, да, значит, приземление, встреча. Проходим паспортный контроль, проходим зону получения багажа, выходим вот сюда. Это уже выходы у нас, получается, их 10 всего в аэропорту. С 4 по 3 номер вы ищете свою табличку со своим именем. Все, Таечка вызывает такси, садимся и едем. Итак, обычно вас встречает Кунью. Вот она находится прямо здесь, то есть здесь несколько, ну, вообще такая длинная история с этими списками. Их нужно искать еще раз, ребята, между выходом номер 4 и 3. Ну все, мы дома. Вот наш багаж, наши родственники, наш минивэн. Садимся и едем в Паттайю. Хорошо мы провели отпуск в России. Поедем в следующем году еще раз. Ну а вы приезжайте к нам сюда.